Здравствуйте, дамы и господа. Вот мы добрались до дома и решили, как говорится, снять фильм из рубрики «Готовим просто». Наша рыбка, пойманная на Ахтубе, довезенная до дома в нашем мобильном морозильнике, который вы уже видели. Теперь мы рыбу готовим к простому горячему копчению. За раз будем коптить небольшое количество рыбы. Это вот такой сазанчик, который был почищен и подготовлен полностью уже на рыболовной базе. Вот такой небольшой сазанчик весом 1,5 килограмма. Мы его готовим. Из, как говорится, того, как мы готовим, берем соль. Мы предпочитаем орал-туз соль. Она без горчинки. Слегка присаливаем. Натираем шкурку. Чуть-чуть солим. Совсем немножко. Солим со всех сторон. Жабры для копчения я всегда удаляю. Ну, понятно. Наша кошечка учуяла рыбку. Издает возгласы. Натерли солью. Берем салфеточку. Руки надо, чтобы были дальше сухие. Потому что мыть смысла нет. Берем специи. Специи у нас пока держим в тайне. Присыпаем с одной стороны, со второй стороны. Сильно много не надо, потому что для копчения специи не должны преобладать. Совсем чуть-чуть, для легкого аромата. Ну, здесь обычный перец. Ну, правда, как вам сказать, обычный, необычный. Перец я покупаю только горошком. Использую смесь 4 вида перцев. Они дают обалденный аромат, который меня устраивает полностью, от и до. Я его просто обожаю. Потому что здесь белый, розовый, черный перец и душистый перец. Я делаю постоянно смесь из этих 4 видов перцев. Ну, еще одна специя. Тоже очень-очень легонько. Чтобы при копчении вкус специй все равно остался, но не преобладал. Так. Сазанчик у нас замаринован. Отправляется в мисочку. Сполоснем руки. Рыба не должна быть особо мокрой. Берем следующего экземплярчика. Рыба хоть и разная, но будем коптить их в одной коптилочке. Это у нас усатое создание, небольшой сомик. Вот такая вот красота. Пойдет также на копчение. Берем вискозную салфетку. Чуть-чуть снимаем. Все-таки после разморозки сомик дал небольшую слизь. Убираем излишки. Для горячего копчения сильно мокрая рыба не должна быть, повторюсь. У всей рыбы при чистке я убираю жабры. Потому что абсолютно у всей, независимо ни от чего.
жабры дают очень нехороший привкус. Как бы что бы ни говорили, рыбу я потрошу, чищу и обязательно удаляю жабры абсолютно у всей рыбы. Это я делаю сразу при первой же чистке, чтобы рыба, жабры это фильтр для воды, и все-таки в жабрах могут оставаться какие-то взвеси, нехорошие привкусы, поэтому я их убираю всегда. Берем. Разницы как вы сделаете, нанесете сперва соль, потом специи. Особо никакого нет. Вот. Обязательно заполняем слегка специями брюшко. Также чуть-чуть соли. Все ингредиенты также в брюхо, помимо того, как мы наносим их снаружи. Соли много не надо. Как некоторые там рыбу засаливают очень сильно. Копченая рыба не должна быть безумно соленой. Она должна быть слегка присоленной. Все равно рыба перед копчением обязательно проходит термическую обработку, то бишь заморозка, глубокая заморозка до минус 18. И поэтому бояться того, что в рыбе могут остаться живые паразиты, практически невозможно. Потому что при глубокой заморозке все паразиты умирают, которые, возможно, могут быть. Поэтому вот такая вот легкая панировочка. Соль втерли, специями присыпали и убираем. Теперь опять руки от специй. Хотя рыба довольно-таки сухая, но все равно при нанесении соли начинается выделяться небольшая влага. Споласкиваем руки. Сушим. Со стола, естественно, все лишнее убираем. Достаем. Судачки при транспортировке и упаковке судачки немножко не поместились в морозильную камеру, переломались у них хвосты. Красоты не будет. Хвосты это не едовая часть. Вот она, наша красота. Это можно убрать. Опять берем вискозную салфетку и промакиваем рыбу, для того, чтобы она была по суше. С одной стороны и со второй стороны. Сазанчик был очищен от чешуи, чтобы эта броня не мешала. Судачков от чешуи я не очищал. Та же самая. Никакие ингредиенты у меня не меняются.
слегка присаливаем. Давайте сразу брюшки посолим. Давайте закончим с солью. Как мне кто-то один раз сказал, а как соль проникает? Соль проникает и через чешую. Соль можно убрать. Больше она нам не нужна. Этого количества соли больше, чем достаточно. И все то же самое. Судак точно так же без жабр. Абсолютно. То есть перед копчением рыба, которая идет на копчение, на готовку, я жабры убираю абсолютно всегда. Не зависит ни от чего. Потому что, по моему мнению, из жабр идет нехороший привкус. То есть рыбу желательно обескровить полностью. Соответственно, жабры нам помогают очень хорошо это сделать. Удаленные жабры. Вот. Также чуть-чуть добавим. И также немножко специй в каждое брюшко. Что для этого, для легкого аромата. По перчику, по чуть-чуть. Вот и все. Специи храню в герметичных баночках для того, чтобы аромат специй не выветривался. И складываем все туда же. Вот. И все, в принципе, готово. Теперь осталось убрать со стола. Через 2-3 часа рыба уже промаринуется, и ее можно будет коптить. Процесс копчения, соответственно, мы вам покажем. И снова здравствуйте, друзья, дамы и господа. Продолжение нашей кухни. Как говорится, практически уже мы перекочевали на садовый участок и готовим коптилочку. Я предварительно замочил опилочки, щепу и засыпал вниз. Теперь сверх щепы мы будем устанавливать поддончик. То есть от гари, предварительно я его очистил. Ставим
для того, чтобы жирок с нашей рыбки капал и собирался. Вот у нас такие решеточки. Как я говорю, коптилка у нас простая, обычная, без гидрозатвора. На решеточке выкладываем красиво нашу рыбку, которую сегодня же мы мариновали. Прошло буквально, наверное, чуть больше 3 часов по факту. Вот так, да, поаккуратней. Судачков, менее жирную рыбу, я ложу пониже. Запах от специй уже не передать словами. Вот. Вторая наша решеточка. А на верхнюю решеточку у нас пойдет сазанчик. И наш сомик. Вот такая вот красота. Все это дело закрываем крышкой и разводим огонь. Крышечку мы подгоняем. Неправильно. Крышка изготовлена по коптилке плотно. Вот и все. Через 40 минут или чуть больше будет повторное включение уже с готовой рыбой. Так вот, друзья, коптилочка наша нагрелась. Из-под верхней крышечки начал прорываться дымок. Теперь полчаса и рыбка наша будет готова. Ожидаем, ждем с нетерпением. Результат будет в конце. И снова здравствуйте. Мы продолжаем готовку нашей рыбы. Прошло 40 минут. 30 минут назад мы сняли коптильню с огня и дали немножко рыбке подышать. Теперь мы ее будем аккуратненько снимать. Конечно, да, не очень хорошо. Все-таки горячее копчение, рыбка прилипает. Но у нас получается вот такая вот красота. Это сомик. Проще снимать сазаника. Сомик прилипает, потому что без чешуи. Вот. И вот такие вот у нас красавцы, братья-судачки. Вот тоже немножко прилипли. Так, сейчас мы сделаем, чтобы было удобней. И аккуратненько снимаем. Ах, какая красота! Оп. Какие они сочные. Какие они сочные. Оба. Вот такая вот. Горячо. Еще 10 минут прошло, рыба до конца не остыла. Лучше снимать с холодной решетки, тогда она не так не будет прилипшая. Тогда она порвется. Тогда она совсем порвется. Мне чтобы кажется, она... нет. Да. Кажется, дать остыть надо. Вот Ну, такая все вот. уже спор тогда. Там под железкой горячая.